Ребят, всем здравствуйте! Сегодня я вам покажу одну орхидею, с которой случилась трагедия. Да, именно трагедия, потому что больше по-другому это никак не назовешь. Все эти орхидеи от одного садовника. Достались они мне, но опять же, все в наследство они мне достались, конечно же, по причине того, что была гниль на шее. У всех, у них, у каждой абсолютно, какую ни покажи, все гниль везде. Либо они изначально такие приходили, либо уже после транспортировки. Все равно для любой орхидеи любая транспортировка, даже вот если сейчас вы покупаете орхидею из магазина и несете ее домой, но даже если в машине везете, да даже если утеплили, все равно стресс, потому что изначально они стоят даже в магазине в одних условиях, к вам попадают и получается у вас уже абсолютно другие условия. Все они, как вы видите, изначально растут в мху. Некоторые, ну некоторые, вот из 5 орхидей только лишь одна у меня не пересажена по такому типу. Вы знаете, что я практикую данный метод пересадки, он мне очень нравится, и также некоторым орхидеям это полюбилось. Почему именно некоторым? Вот смотрите, данная орхидея прибыла ко мне в октябре, и в ноябре я ее сюда пересадила. Идеально адаптировалась. Но, конечно, я ее начала пересаживать сюда ровно после того, как я увидела, что шея у нее абсолютно чистая. Корешочки начали изначально вот в таком магазинном стаканчике прорастать. Только потом я ее установила вот сюда. Все с активной корневой, и она так и продолжает свой рост, ничего ей не угрожает. Ей здесь нравится, она чувствует себя здесь комфортно. Также вот эта орхидея, но над ней я, конечно, маленько поэкспериментировала. Она пришла изначально ко мне уже с бутонами. Эти бутоны она распустила. Также изначально сидела в этом стаканчике. После того, как я увидела, что она начинает рост корней, я ее сюда поставила. Тоже в октябре пришла и в ноябре сюда ее методом перевалки пересадила. Но, скорее всего, ошибка моя заключалась в том, что я сюда пересадила ее цветущей, зная такое, что цветущие орхидеи трогать лучше всего не стоит. Вот когда цветут, тогда и уже пересаживайте, переваливайте, что хотите, лишь бы была хорошая активная корневая. Изначально у нее также была хорошая активная корневая. Все, я ее сюда поместила цветущая. Она долгое время и вот так красиво цвела. Потом я стала замечать, что все вот эти цветочки, которые изначально здесь были, они одномоментно. Я просыпаюсь утром и вижу картину, что все цветы завяли. А в чем причина? Причина в том, что у орхидеи началась корневая гниль. Ну, вот здесь видно, что местами вот корешочек подпорченный, вот они подпорченные. И я, конечно же, цветение однозначно убрала сразу и корневую начала лечить фунгицидом. И сейчас по прошествию времени я замечаю такую картину, что рост корневой системы у нее идет дальше. И орхидейке я смогла помочь. Сейчас ей ничего не угрожает. Она сидит и наращивает здесь новые корни. Это орхидея. Также я ее изначально хотела пересадить этим же методом, вот в такую же бутылку, чтобы она здесь росла и чувствовала себя великолепно. Корневая изначально у нее была хорошая, активная, идеальная. Ну вот видите, шею также я и зачищала. И вот знаете, как только я захотела ее пересадить сюда, она начала всю корневую куклить. Как говорится, что не делается, все к лучшему. И видите, сейчас у нее абсолютно нет роста новых корней. Она их закуклила. Вот это все, что вот эти корни, эти, вообще активно разрасталось, так много-много было корешочков, она их закуклила. И также местами вижу, что есть небольшой гнилостный процесс. Вот он корешочек
подпорченный. Также на низу вижу, что есть подпорченный. Что привело к гнилостному процессу, я вот, ребят, если честно, не знаю. Стоит она на реанимационном окне под лампой. Но может быть тот момент, что перелила. Единственное, что на это грешу. Но обычно я таким не увлекаюсь. И полив орхидеевым мху я знаю и понимаю. Не знаю, вот правда, честно, не знаю, что с ней случилось. Единственное, вот корень растет и все. И, конечно же, такая орхидея, она уже ни в коем случае не идет ни на какую посадку вообще. Даже сюда ее пересадить не могу, потому что нет роста активных корней. И это говорит о том, что если даже я ее буду пересаживать хоть во что, хоть в кору, хоть вот таким вот методом, есть вероятность того, что она не справится и начнет полное гниение корневой системы. И так гнилостный процесс он есть. Еще плюсом пересажу, это же для орхидеи стресс. Сейчас у нее стресс, так скажем, она болеет, плюс пересадка. И вообще можно увести орхидею в реанимационное состояние. Поэтому сейчас применяю к ней фунгициды, слежу за состоянием ее корневой системы. Но не знаю, пока чувствую себя нормально. Тургор у них не потерян, даже если вот этот листик вниз висит, но он такой от природы есть. Вот этот тоже листик, он не то чтобы с потерянным тургором, видите, лист у нее хороший, без единой морщинки. Ничего нет, просто лишь-напросто от природы своей у нее вот такие вот листья, которые расположены вниз. Давайте вот расскажу вам про две вот этих орхидеи. Я их пересаживала в один день, и обе эти орхидеи сразу же начали портить свою корневую систему. Посмотрите, также у них был зачищен ствол. Изначально сюда в посадку, конечно же, они шли с активно растущей корневой. Ребята, вот смотрю, и прям сердце кровью обливается. Мне жалко то, что было нарощено. Вот это все нарощенное. Оно у меня сейчас здесь все испортилось. Единственное, остается, конечно, остаются какие-то корни. Но не знаю, посмотрим. Конечно, насчет этой орхидеи я особо не переживаю, потому что есть у нее вот этих 3 активных, за счет которых орхидея сможет вытянуть и расти, и быть в этом грунте дальше. И что еще тоже хочу заметить, видите, тургор у листа не потерян, вообще все нормально, идеально. Листики хорошие, упругие. Это говорит о том, что орхидейка пока чувствует себя нормально. Если бы было ей плохо, в первую очередь мне бы про это, конечно, говорили ее листья. Что привело к корневой гнили? Ребят, честно скажу, не знаю. Но предполагаю такой случай. Орхидея после болезни. Пусть даже, если у нее лечение прошло, она восстановилась, нарастила изначально корни, все равно, видимо, внутри грунта, даже, может быть, внутри корневой системы, засела эта грибковость. Как я ранее сказала, что для орхидеи пересадка в любое время года, пусть даже бы это случилось весной, но это бы, наверное, случилось, если она имея хорошую активную корневую, и живя и будучи на хорошем окне, на теплом, с подсветкой дополнительно, стала портить корни. Все равно пересадка стресс, плюс грибковость сидит, и когда с орхидеей происходят какие-то взаимодействия, пересадка, и это именно спровоцировало ее на грибковость. Ну, просто-напросто она стрессанула и вновь начала болеть. Не знаю, что мне нужно было делать. Может быть, нужно было подождать до весны и ее, конечно, не трогать. Но это, ребят, вот правда, честно говорю, всего лишь 2 таких орхидеи, которые вот так себя повели. Все, ну, примерно где-то 15 штук вот таких вот орхидей, которые я усаживала вот таким вот методом, чувствуют себя нормально. А эти 2 орхидеи вот так. Может быть, еще это сорт такой, я тоже предполагаю. Есть такие определенные сорта орхидей, которые, как говорится, лучше не трогать. Вот пусть даже сидят там в магазинном грунте со своей какой, не знаю, плохой, хорошей микрофлорой, но пусть они там лучше сидят. Лишний раз их трогать не стоит. Может быть, именно эти орхидеи являются таковыми. Ладно.
Данная орхидея также была изначально пересажена с активной, растущей корневой. Видите, у нее шея была обработанная. Долгое время, вообще прям долгое время она у меня сидела. Долгое время она у меня думала насчет наращивания корневой системы. И в итоге надумала. Все. Пошел рост, активный рост, пошел корней. Вот эти все тоже корни, которые здесь умерли, они были идеальными. Поэтому я решила ее сюда пересадить. Ну вот единственный корешочек, который здесь еще более-менее теплится, и то уже закукливается. Сегодня, подойдя к реанимационному окну и начиная их разглядывать, я, конечно, за двумя этими орхидеями теперь веду особый пристальный уход. Ну, то есть пристальное к ним внимание. За этой наблюдаю, привикурой наливаю, смотрю, тургор не теряется, все. Особо к ней не подхожу и особо ее не трогаю. Вот данная орхидея. Она у меня стоит у окна, на реанимационном окне. Вот здесь представим, что находится откос. То есть вот этот листик, он у меня, ну так скажем, закрепленный на опору, просто она вот так вот упирается в стену окна. Ну ладно, местами наблюдаю. И также я стала, ну, наблюдаю, и что видите, тургор, он тоже теряется. Это говорит, что ей намного хуже, нежели вон той орхидеи. Также я стала замечать, что видите корни, как они портятся. Это, ребят, ненормально. То, что усыхают у ствола, конечно, причин для этого масса, но в первую очередь это говорит о том, что что-то есть в ее стволе. Сегодня, подойдя и уже взяв орхидею в руки, я просто хотела что-то к ней предпринять. Думаю, бедненькая, корневой у тебя там нету, ну давай чем-то я тебе помогу, и, возможно, как-то я тебя полечу, может быть, даже пересажу. И, ребят, замечаю, вот что. Буквально дня два такого не было вообще. Это, как говорится в простонародье, бактериалка, бактериальное заболевание. Это мокрая гниль. И теперь мои предположения являются таковыми насчет этой орхидеи. Возможно, насчет этой орхидеи точно так же. Почему они изначально себя повели плохо после пересадки, прям плохо среагировали на нее, а эти хорошо? Видимо, в ней, может быть, это идет от садовника. Ну, наверное, это идет от садовника. У меня бактериалки уже давным-давно нету, я ее всю истребила. Все эти орхидеи мои, которые она могла сожрать, она сожрала. И давненько я ее не встречала. Возможно, это бактериальное заболевание сидело внутри грунта, да даже внутри самой орхидеи. Почему она изначально не могла долго адаптироваться? Почему она изначально долго не наращивала корни? И после пересадки вот так себя повела, потому что там сидит заболевание. Пересадка плюс стресс равно все вытекающие обстоятельства. То есть наружу ее плохая микрофлора. Конечно, может быть, ее спасем. Сейчас посмотрим, разделаю этот лист и что в итоге у меня там получится. Такое растение содержать необходимо отдельно от всех орхидей, это однозначно, потому что бактериальное заболевание является страшным заболеванием для орхидей. Давайте вскрывать и смотреть уже, что там внутри. Может быть, до шеи еще не дошло, и у меня есть шанс того, что я смогу помочь орхидее. Однозначно одеваю перчатки, потому что в дальнейшем я буду трогать эти орхидеи. И когда вот эта мокрота попадает на перчатки, не дай бог затрону чистый лист, чтобы предотвратить те орхидеи от заболевания. А лучше я их сейчас, эти орхидеи, уберу изначально, чтобы мне с ними уже не соприкасаться после работы с этой больной орхидеей. И начинаем операцию. Сохранять этот лист смысла нет, потому что у него, посмотрите, также вот в этом месте у шеи тоже все мокрым-мокро. У меня были такие опыты в жизни, когда тоже остается пень до колоды. И тоже наращивала потом в бутылке, вроде бы было нормально. Ой, фу, какая вообще страшная картина, конечно. Посмотрите, ребят, как это все выглядит. Кажется, вот так посмотришь, как будто бы плесень.
Ну, нет, это вот такая мокрота. Это и есть вот эта бактериалка. Ствол окутан вот этой мокротой полностью вообще. Прям все. И сохранять его смысла нет. Здесь смысл будет только лишь в том, что отрезать стволик и посмотреть. Вообще, по идее, такие орхидеи не стараются сохранять люди. При виде бактериальной гнили, конечно, стараются сразу орхидейку выкинуть. Но я всегда говорю, любому живому созданию необходимо давать вторую жизнь. То же самое, что мы, люди, если вдруг заболели чем-то крайне-крайне тяжелым, и кажется, что человек не выкарабкается, мы же не хороним их заживо. Врачи все равно стараются спасать каким-то образом, а вдруг есть тот самый шанс, который оживит человека. И здесь то же самое. Выкинуть вот я ее всегда успею. А вдруг у нее есть шанс? Просто я ее поставлю в другое место, вдали ото всех орхидей, и все. И вдруг она выживет, и все у нее будет нормально. Пролечу. Инструменты все проработаю. Конечно, если будет что спасать. Вот что остается у ствола. Хочу заметить тот момент, как только я увидела мокрую гниль, появился такой запах, ну, сырости. Вот прям сырости. И сейчас тоже, когда я срезала вот эту живую ткань, чувствуется вот прям сырость. Оно и видно, что вот местами камера плохо фокусирует вот эти места, они вот прям серого цвета. Как будто ну, вот плесень, сырость. А, ребят, на самом деле это бактериалка, это мокрая гниль. И она в действительности в своей убивает орхидеи моментально. Но как часто я подхожу к реанимационному окну? Вот оно рядом здесь находится. Примерно где-то через день, через два. И у орхидеи ранее такого не замечала. Сегодня я это замечаю. Моментально эта гниль орхидеи пожирает. Бывает она абсолютно в разных местах. Там на кончиках, где-то сбоку, где-то вот прям таким мокрым пятном может образоваться по листу. Если, ну вот этот лист я его уже однозначно буду убирать, потому что смысла сохранять его нету. Ствол является неполноценным полом и никакой пользы для орхидеи он нести не будет. Вот видите, все, он полый. Для орхидеи, ну, сохранять его смысла нет. Смотрите, нарисую здесь вам на листу. Если вы видите, допустим, вот такое какое-то мокрое пятно по листу, бывает такое по приходу, бывает даже дома стоит, раз и вдруг вылезло. Я как всегда делаю, отступаю, допустим, от этого места, ну, где-то сантиметр-два. И вот так лист отрезаю. И живую ткань, вот прям место среза живое, я сразу же обрабатываю зеленкой. И тогда проблем вообще никаких нет. Орхидея продолжает свой рост. Ну, а здесь вот так вот что остается. Давайте-ка, ребят, я над ней поэкспериментирую. Этот стволик, с одной стороны, имеет место быть оставить. Потому что, посмотрите, он не до конца срезан. Вот она, кайма. Если бы я ниже ее срезала и вот так вот листик берешь, надвое раздваиваешь, все. Это говорит о том, что листик можно выкинуть. А здесь вот этот малюсенький стволик, он все равно остается. Хочу поэкспериментировать, хочу попробовать и понять, будет ли смысл. Сейчас место среза обработаю зеленкой. Это у меня зеленка специально вот для таких случаев, орхидейная. Можно фундазолом обработать, но лучше всего спиртосодержащим раствором при бактериалке. И вот так прям стволик промажу. Эта орхидея, конечно, в дальнейшем у меня пойдет расти в бутылке. И с одной стороны, бактериальное заболевание она очень любит. Вот прям сильно-сильно любит влажность и сырость. Чем больше влажности, тем быстрее она там прогрессирует. С одной стороны, казалось бы, нельзя такую орхидею ставить в бутылку, но я попробую. Вот сейчас видно четкий контур именно вот этого сохраненного стволика.
Так, вам-то плохо видно, но мне его видно нормально. Она у меня пойдет на просушку ровно на сутки. Это, ребят, именно то время, когда орхидея покажет, жизнеспособная она или нет. Ровно за сутки, если прогрессирующая болезнь здесь есть, даже мокрая гниль, эта мокрота, она прям от ствола вот так и пойдет. Либо она где-то просто проявится по листу. Но если же в течение суток ничего здесь не образуется, я ее устанавливаю в бутылку кверх тормашками, вот так листиком, как я выполняю реанимацию, когда орхидея остается полностью без корней. Я этот листик буду обязательно пролечивать. Если она сохранится в бутылку, я ей добавлю обязательно медисодержащий препарат. Бактериальное заболевание лечится именно медисодержащими препаратами. Это медный купорос. Даже вот такое, ребят, у меня тоже есть в аптечке. Оно обязательно должно быть. Вот видите, какие ситуации. Нет-нет, и случилось. И от этого никто абсолютно не застрахован. Новички, старички, опытные, бывалые, там, не знаю, с 30-летним стажем и опытом, вот с таким вот столкнуться вообще без проблем. Казалось бы, вот что могло повлиять? Все нормально, все условия хорошие, содержание. И на тебе. Вот такая ситуация. Кстати, сейчас сижу и смотрю, и тоже думаю, да, чего это могло произойти. С одной стороны, может быть, мне орхидею вот сюда не стоило усаживать, потому что мокрая ну вообще бактериальное заболевание любит влажность. А вот этот вот, именно вот эта посадка, она очень влагоемкая. Мало того, что мох влагоемкий, плюс у меня вода там находилась в грунте, и это интенсивное испарение. Вот она, шея. Она как раз сидит именно вот в этом уровне, где наивысшая влажность. Если бы сам ствол находился где-то вот здесь на поверхности, было бы не так сильно влажно. Ну а кто знает? Вот, ну никто тоже об этом не может нам сказать. Когда орхидея изначально приходит, с виду же она нормальная, здоровая. И мы же, ребят, изначально не можем предугадать, что вообще с орхидеей. Здоровая с виду, нормальная, хорошая. Усаживаем так, как мы считаем нужным. И раз случается это заболевание. Так что, ну вот, что сказать, я абсолютно даже не знаю. Могу единственное сказать, с кем не бывает. И лечение вот этих орхидей с мокрой гнилью вот таким препаратом это 1 грамм на 1 литр воды. Я развожу. Обязательно эту орхидейку я сейчас протиру со всех сторон и уже оставлю на сутки просушиваться. В чем минус именно вот этих содержащих, медисодержащих препаратов? В том, что он сушит. И особо увлекаться такими препаратами не стоит. Я посмотрю также, вот сделаю ей одну обработку. Через 10-14 дней понаблюдаю. Если все нормально, я проведу ей еще одну обработку. В будущем, конечно, если что-то с орхидеей случится либо плохое, либо хорошее, я вам обязательно про это расскажу и запечатлю, какой будет результат. Так что, ребят, вот такая действительно трагическая ситуация случилась с данной орхидеей, которая ни на что не предвещала, все было нормально, идеально. И тут на тебе, пожалуйста. Поэтому наблюдайте за своими орхидейками, следите за ними повнимательнее. Но еще раз повторюсь, что от такого заболевания абсолютно никто не застрахован. Желаю, чтобы ваши орхидеи не болели. Всем всего самого доброго. Всем пока.